Что нам делать в космосе? Возникает вопрос. Ну, самая простая идея заключается в идее Циолковского, который еще в прошлом веке сказал, что Земля – это колыбель для человечества, и что первый шаг – это освоение астероидного пояса. Внутри астероидного пояса надо осваивать космическое пространство. Потом эту идею подхватил Дайсон, и он придумал такую сферу Дайсона. Эта сфера Дайсона во всех источниках, в интернете, везде, она нарисована, описана, там это расхожее место. Вот она тут на слайде. Это некоторая такая техносфера, такой полый шар, внутри которого находится планета Земля, Марс, Венера, там, Меркурий. Осваивать это пространство будут роботы. Но ничего страшного. Дело в том, что роботы будут осваивать это пространство космическое, но управлять роботами в конечном счете будем мы с Земли. Это нормально. Центр управления будет находиться на Земле, и аватарно мы будем управлять этими роботами. Для чего? Ну, как минимум для того, чтобы получать дармовую, бесконечную, экологически чистую энергию. Солнечную энергию. Потому что солнечная энергия, она абсолютно безвредная, никаких выбросов, ничего нет. Как минимум. На самом деле там есть другие задачи, но мы сейчас их рассматривать не будем. Мы еще не знаем свойств космоса, на самом деле, по-настоящему. Только подходим к этому. Ну вот экология непознанного, она там много в свое время докладов предоставила, которых показывали чудеса, которые называются на поверхности Земли, в высших слоях атмосферы Земли, в фотосфере Солнца, в короне Солнца. Там столько непонятного, что нам сейчас заранее предсказывать, что мы там будем делать, ну, просто бесполезно. Ясно, что там чудес полна коробочка. И мы эту коробочку должны открыть и эти чудеса использовать для своего блага. Нам все это предстоит сделать. Ну, естественно, управлять этими еще роботами будем мы аватарно. Почему? Потому что роботы все будут работать по программам. Но если они столкнутся с какой-то проблемой, то, естественно, конечно, эту проблему они эвристически решить не смогут. Они будут обращаться к операторам на Землю. Оператор на Земле будет проблему эту решать эвристично, то есть творчески. Чего нет у роботов, это творческого начала. Они работают только по алгоритму. Планета – это некоторое яйцо, внутри которого развивается зародыш будущей космической цивилизации. Мы с вами находимся в стадии эмбриогенеза. Мы находимся еще не родившейся космической цивилизации. В состоянии дикого совершенно, необузданного эмбрионального роста. Для того, чтобы нам родиться, нам сначала надо доразвиться до зрелого плода, потому что цыпленок, который не развился, он не выклюнется. То есть нам надо сделать свое тельце крепким, опериться, так сказать, и потом головкой проклюнуться и вылезти из этого яйца. Так ведь? А то, что мы видим на планете, это разве созревший цыпленок человечества? Это какие-то фрагменты, части тела, которые еще предстоит собрать вместе. И пока они не будут собраны, пока они гармонично не соединятся, никакого рождения не будет. И никакого посещения иных цивилизаций к нам не будет. Почему? Потому что курица же не влазит внутрь яйца и не смотрит, как там развивается цыпленок. Никто из животных не влазит внутрь и не смотрит, как развивается эмбрион. Просто запрещено природой. И эти инопланетные цивилизации, они могут нас сканировать, они могут нас как-то там УЗИ делать, смотреть немножко, но на самом деле всерьез они не вмешиваются в наш процесс. Они помогают иногда нам чуть-чуть, но на самом деле все по программе идет по определенной и с нашей помощью. Я здесь, конечно, очень большую такую натяжку делаю, сравнивая человечество с цыпленком. Ну, а с чем еще сравнить? У нас нет других сравнений, только с этим. И вот тогда, когда мы гармонично разовьемся, с моей точки зрения, на это уйдет, не расстраивайтесь, но минимум 1000 лет. Не вижу я более быстрого варианта развития всего человечества до гармоничного состояния. Вот тогда мы родимся, и тогда мы вылетим и увидим другие цивилизации, увидим наших родителей космических, внепланетных цивилизаций. Они нас примут, так сказать, и начнут нас учить. И мы будем делать первые шаги как космическая цивилизация. В лучшем случае через 1000 лет. А наша задача пока не передраться, не поубивать друг друга здесь до этого момента. Доразвиться и родиться. Чего всем и желаю. Спасибо за внимание.